Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, а это обзор патча баланса в нашей скиллозависимой игре Авточес от 4 декабря. На самом деле поменяли не совсем много, ну в общем, чтобы без лишних слов, присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, не забудь поддержать меня своим лайком, комментарием и подписаться как на мой канал, так и на телеграм соответственно. Погнали смотреть, что там поменяли. Изменили фигуру Акса, каким образом? Увеличили хп, увеличили атаку, увеличили длительность навыка соответственно, когда он в 3 звезды. Когда он в 1 звезду и в 2 звезды уменьшили. Приятный баф ради бафа. Вот и все. Изменения ради изменения. Изменили Тусика, он же Тускар из Доты 2. Просто хп ему подняли. Изменили героя Bounty Hunter, он же БХ из Доты 2. Что ему поменяли? Он теперь у нас не убийца, а он у нас теперь охотник. И мне очень интересно, как они к этому пришли, но у меня есть маленькая догадка, как. Они пришли чисто из-за того, что они убрали кучу охотников из пула, из магазина продажи, потому что куча охотников находилась в нежити, чтобы чисто вы могли пораньше собрать охотников. Ну, в принципе, хрень какая-то на самом деле. Ну, ладно. Но это 100% повлияет на игру. Изменили героя Марса. Теперь у него откат щита всегда 8 секунд. То есть откат его способности. Долгожданный нерв нашего всеми любимого героя ШД. Он же Shadow Demon из Dota 2. Что ему поменяли? Во-первых, этот герой теперь находится в первом тире. Подрезали хп, подрезали атаку, подрезали броню и немного понерфили, соответственно, его способность. Но на самом деле как немного. Радиус действия, конечно, нормально они подрезали, за что огромная благодарность им, потому что раньше этот герой был невменяемый. Но, соответственно, этот процент совместного урона и лечения, то есть тот урон, который делится по всем в этом радиусе, ну, вроде бы как бы приятно понерфили, но эту фигуру теперь намного легче собрать. И, соответственно, жрецов намного легче собрать, и, соответственно, волшебников намного легче реализовывать. Тот же самый Жезлкир позволит вам эту фигуру собрать в 3 звезды. Я считаю, что это все еще сильный герой, потому что процентаж очень жесткий. 40% это тоже много, потому что его намного легче теперь собрать. Изменили героя Сларк. Теперь он находится у нас во 2 тире. Подняли ему хп, атаку, броню. Соответственно, увеличили похищение скорости атаки вместо 5% на 10%. И при этом уменьшили количество стаков. То есть теперь он намного быстрее набирает свою скорость атаки. И, соответственно, намного быстрее крадет ее. Изменили героя Селедку. Он же Слардар из Доты 2. Что ему поменяли? Теперь он находится у нас вместо 2 тира в 3. Подняли хп, уменьшили скорость атаки вместо 1.1 до 1.5. Не знаю зачем, но они это сделали. Хотя, на самом деле, для такого героя могли бы оставить текущую скорость атаки, которая у него и была. Подняли ему броню, немного изменили его способность. На 3 уровне немного больше область, чем была. Ну и, соответственно, длительность оглушения ему тоже приподняли. Изменили героя Оперенный Воин, он же Марси из Доты 2. На самом деле, мне кажется, неоправданно понерфили этого героя, потому что такое значение количества ударов у нее было до определенного там момента. То есть ее бафнули, теперь порезали. На самом деле, мне кажется, не надо было именно количество ударов резать. Но разработчики почему-то так решили, что надо сделать. Снижение скорости атаки зато подняли. Теперь на 3 уровне 70% она режет скорости атаки. Когда вот это вот эффект срабатывает, магический урон в радиусе там каком-то. Вот в таком, ну, на 3 уровне, соответственно, вот в таком. То, соответственно, на 70% режет скорость атаки. Ну, тоже такой приятный бафчик. Изменили Кунку. Подняли ему просто урон с руки. Изменения ради изменений. Изменили героя Горный Вождь. Что ему поменяли? Ему увеличили хп и увеличили урон от навыка. Стал ли он полезнее? Ну, отчасти можно сказать и так. Изменили синергию Киры. Теперь вместо 50% кражи хп и атаки, теперь крадется 60%. Ну, как, в принципе, и было до какого-то там патча. Приятный баф. Приятные изменения произошли в предметах. Теперь Зигмар Хаммер, он же Башер 1 тира, срабатывает с шансом 20% и станет на 1,5 секунды. Раньше был шанс 15% и срабатывало на 1 секунду. И изменили талисман счетчика. Вместо уникального пассивного эффекта, теперь это уникальное активное умение. То есть при 6 богах этот предмет будет откатываться. Вот такой короткий обзор на патч баланса был у нас. Надеюсь, вам этот обзор был полезен. Что думаете насчет него, напишите, соответственно, в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться на меня и на мой телеграм-канал тоже подпишитесь. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!